Друзья, привет! Вы на канале Ну и как там? С вами Сергей, и я в Батуми. Батуми для меня не чужой город, я прожил в нем где-то полгода. И каждый раз, когда я приезжаю в Грузию, я бываю в Батуми. За последние 2 года это уже 10-я моя поездка сюда. И я вам расскажу о Батуми так, как я его вижу. Здесь есть о чем поговорить, здесь есть что показать. Это город контрастов. Он классный, он интересный. И давайте прогуляемся, посмотрим, что же такое Батуми 2025 вместе со мной. Так, друзья, чекинимся, точнее заходим в номер в Орби 3626. Посмотрим, что они мне тут предлагают. Так, ну, классический вариант. Конечно, встречать номер с открытым балконом такое себе холодно. Да, двухспальная кровать, раскладной диванчик. Ну, как говорится, комплектация стандарт. Кухня без двери, холодильник, тут шкаф, туалет, привет, душевая кабина. Да, я в Орби уже много раз бывал. Понятно, что тут такое. Но каждый раз могут ждать сюрпризы. Давайте посмотрим, какой вид из окон Орби. В данном случае мой корпус выходит, скажем так, во двор, и вон там море. Море напротив, соседний корпус и строящийся Батуми. Смотрите, сколько высоток. И они растут как грибы. Когда выпадаю первый раз в коридоры Орби, это кажется как какая-то фешенебельное общежитие. Бесконечные коридоры и комнаты. На каждом этаже 71 комната. Вот такой холл. Это то, куда вы попадаете, выходя из лифта, либо заходя в само Орби. Бардак грузинский с парковками, он присутствует прямо перед гостиницей. Они паркуются как хотят. Пешеходный переход, да, не знаем о таком. Что я хотел еще сказать? Этим корпусам уже много лет. И надо же так наплевательски относиться со стороны собственника к внешнему виду, что они даже не покрасили в какой-нибудь яркий цвет, не благоустроили, не затянули пленкой цокольный этаж. И это, честно говоря, меня очень сильно раздражает. Сделайте вы чуть красивее, и будет совсем другое. Вот такое соседство рядом с Орби. Старые советские дома, ушатанные, но не сдающиеся. Они не продаются, как говорится. Они не хотят продавать жильцы свои квартиры, чтобы на их месте построили современные гостиницы. Я не говорю, что Орби это современная гостиница. Это неплохой апарт-отель, да, но здесь строятся крутые международные сети. Я покажу вам их чуть позже. А так Орби находится у нас в крутом месте, буквально в нескольких минутах ходьбы вы оказываетесь на берегу моря. Путь от корпуса с Орби до набережной через дорогу. Это единственное, наверное, место, где более-менее соблюдается водителями правила красного света. Они останавливаются на него. Велосипедная самокатная дорожка. Постоянные обитатели Батуми, местные собаки. Они такие же дружелюбные, как и в Кутаиси. Это кафе работает в летний сезон. Замечательная здесь кухня. Искренне рекомендую. Называется Аджария Хау. Будете здесь летом, заходите. Никогда не пожалеете о том, что решили отведать аджарской кухни. Да, ну вот, собственно, сколько у нас время заняло от Орби до моря. Буквально 3 минуты. И вы на берегу моря. Но зимой абсолютно неухоженная. Летом, по крайней мере, его прибирают. Арматура не лежит, как сейчас. Корабль береговой охраны Грузии идет на своем патрульное дежурство. Вот он, пляж возле Орби. И вот сами корпуса. 1, 2, 3. 3 корпуса Орби-Сити. Батуми зимой, осенью и весной. Точнее, не только Батуми, а набережная. Это пристанище людей, которые думают о своем здоровье. Бегают, прыгают, отжимаются, делают гимнастику. Вообще, сама набережная, она располагает к тому, чтобы заняться каким-то спортом. Я сам бегал по утрам. Здесь это особое наслаждение, когда ты бежишь вдоль моря, среди пальм. Пальмы в зимнем варианте, они собраны, но все равно антураж завораживающий. Знаете, мне Батуми зимой, точнее, Батуми не туристический сезон, а нравится намного больше, чем Батуми летом. Летом здесь не протолкнуться, море людей. Ну, просто, если вы понимали, вся вот эта зона, она заполнена людьми. С утра до поздней ночи. Шум, гам. И для меня это некомфортное состояние. В таком количестве людей жить.
бесконечные пробки на дорогах, космические цены в магазинах, и не только в магазинах, на все услуги. Это понятно, они живут сезоном. Поэтому, если хотите отдохнуть и расслабиться, приезжайте в Батуми приезжайте в Батуми вне сезона. Здесь тихо, комфортно, настоящий релакс. На набережной в скверике есть спортивная площадка, где постоянно местные люди, старички, и не только старички, занимаются спортом. Очень мило. Это такой оазис спокойствия. Вообще Батуми зимний – это оазис спокойствия. Прекрасные виды отсюда. Смотрите, озеро, горы. Супер. Мне очень нравится здание, которое рядом с ней, с этим озером. Особенно вот этот отель. Его уже несколько лет как строят, никак не достроят, но выглядит очень красиво. Вы слышали этот звук? Да, это не какое-то чудовище из озера. Это кто-то из обитателей дельфинария. Я даже не могу предположить, кто так орет. Вот я вам говорил, что мне нравятся отели, которые стоят возле озера, да, на берегу. Один из них это Хилтон. Красавчик. И рядом с ним еще не открытый Мэриот. Слушайте, ребят, ну честно вам скажу, я наслаждаюсь. Я хожу по Батуми и я кайфую. Сюда хорошо приезжать на короткое время, чтобы сменить обстановку. Друзья, смотрите, что я здесь встретил. Я знал, конечно, об этом месте. Узнаете? Особенно те, кто любит советские фильмы и фильм «Любовь и голуби». Ну, конечно же, вы узнали. Это кафе, которое было в советское время. Вон там в середине, еще витраж видно. Это кафе было в советское время, и его сняли в фильме «Любовь и голуби». Легендарном советском фильме. Он мне тоже, честно говоря, нравится. Смотрите, какая красота. Все это находится на бульваре, а бульвар находится на набережной. Да, идут параллельно набережная Батуми и бульвар. Вообще бульвар шикарное место. Место, где можно уединиться. Очень много скамеек. И, наверное, каждые 50 метров здесь стоят. Место, где можно работать, отдыхать, читать. Видите, какая красота. Если видите, ставьте лайки и рекомендуйте это видео друзьям. Давайте покажем красивый Батуми. А в центральной части он действительно красивый. Этот парк строили пару веков. Точнее, этот бульвар. И он как бутерброд, состоит из нескольких слоев. И часто, знаете, как даже не бутерброд, а подарочная коробка. Что-то интересное находится после того, когда ты откроешь крышку. А потом ты открываешь еще одну крышку, там еще интереснее в той коробочке. Можно даже сказать матрешка. Поэтому гуляем по бульвару, и я вам покажу, что тут есть еще. Одним из элементов бульвара является японский сад.
Такой небольшая площадка в японском стиле. Здесь очень круто гулять с детьми. Летом, кстати, здесь плавали рыбы в этом прудике. А, вот они, точно. Они же еще плавают. Вон они. Видите, сколько их? Я сейчас подойду поближе. Постараюсь показать вам. Смотрите, какие они разноцветные, красивые. Смотрите, сколько их. Вообще чудеса. Это маленький прудик, ну вообще маленький, метров 10 длиной, там 4 метра шириной, и такое количество рыбы в нем плавает. И никто ее не ловит, заметьте. По этим лабиринтам можно гулять. Детям здесь очень интересно. Так, ну пойдемте дальше. Это не последний элемент бульвара, который нужно посмотреть. В этом бульваре, как в ботаническом саду, на каждом дереве, который представляет интерес, прикреплена табличка. Ну и так дальше. Да, вот можем пойти. Их тут, наверное, десятки. И по этой табличке можно узнать, что это за дерево такое необычайной красоты. Еще хотел с вами поделиться вот таким уголком, живой уголок, где разные птицы на открытом пространстве гуляют, их никто не трогает, подкармливают. То же самое очень рекомендую прийти сюда с детьми. Смотрите, какие красавцы здесь. Причем здесь большая площадь этой площадки. И они вольно гуляют. Мне кажется, птицы довольны. Вот они. Жизнерадостные обитатели птичника на бульваре Батумском. Ребят, это отличное место для созерцания мира, для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. За моей спиной ветеранский клуб, но это не просто ветеранский клуб, это клуб для людей пожилого возраста, и они здесь собираются и играют в нарды, шахматы, наверное, в домино. То есть это такой клуб по интересам. Смотрите, он закрытый, там не дует, не капает. Прекрасно. А рядом вот такая площадка шахматная, где можно поиграть в шахматы, в ростовые, так сказать.
Вообще на бульваре столько разнообразных мест. Здесь можно ходить днями и постоянно, на протяжении, наверное, там, месяца. И постоянно можно найти что-то, какой-то моментик новый, интересный, который ты не обращал внимания до этого. Поэтому показать все красоты бульвара за выпуск просто нереально. У нас, скажем так, большими мазками постараемся охватить это. И сейчас я иду в то место, где растет бамбук. Его здесь посадили специально пару сотен лет назад. Такой пятачок бамбуковый. Но бамбук в Батуми тоже не растет. И это мини-ботанический сад, я вам так скажу. Бульвар набережной Батуми — это мини-ботанический сад. Да, если вы никогда не были в бамбуковой роще и вы в Батуми, вы можете подойти поближе, посмотреть. Зайти нельзя, заборчик стоит, закрывает. Но как выглядит бамбук, если в своей естественной среде, пожалуйста, это интересно. Вот такие ворота выхода из бульвара на набережную, ну или же, если хотите, с набережной на бульвар. Очень чисто. Особенность Батумского бульвара, вообще Батуми, центра Батуми, это идеальная чистота. Что в сезон, что вне сезон. За этой чистотой следят и утром все вычищают. Еще одна изюминка бульвара Батумского — это летний театр. Смотрите, какая красота. Здесь проходят концертные и театральные представления. И такая площадь. Очень много всегда отдыхающих. Даже в декабре, в феврале люди отдыхают. А вот люди, благодаря кому здесь чисто. Служба клининга в Батуми. Особое удовольствие я получаю от всех этих фигурных деревьев. Они на всем бульваре, на протяжении всего бульвара. Просто немыслимо, сколько труда вложено в то, чтобы такую красоту создать и поддерживать. В середине бульвара почему-то на набережной пальмы, они собраны. А вот в бульваре в самом, который немножко от набережной метров 100, он в глубине, пальмы всегда зимой и летом они распущены. Я подозреваю, это связано с тем, что на набережной сильные ветра, и чтобы пальмы, ну зимой я имею в виду, чтобы пальмы не поломались, их собирают. Вообще классное соседство хвойных, пальмовых деревьев, обычных кустарников, приведенных какие-то фантастические кубические либо округлые формы. Глаз получает удовольствие от всего, что вокруг. Столько мелких деталей. Ребят, приезжайте в Батуми, отдыхайте, наслаждайтесь субтропиками. И ставьте лайк моему видео, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если вы смотрите мои видео и не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь. Так, и вы покажете YouTube, что это контент интересен людям, и он будет его рекомендовать другим. Еще одна площадь бульвара. Она зимой без фонтанов. И вон там, видите, в самом конце, надеюсь, вам хорошо видно, выглядывает плавник. Это не просто плавник. Я подойду поближе и скажу, что это такое. Друзья, это рыба или глаз рыбы, или что-то связанное с рыбой. Торжественный зал, точнее зал для торжественных церемоний бракосочетания. Хотели бы вы церемонию бракосочетания провести вот в таком месте? Напишите в комментарии о такой локации.
Друзья, хочу вам показать башню Алфавит. Это 130-метровая башня. Уникальное творение стекла и металла. На ней расположены 33 буквы грузинского алфавита. Они светятся ночью. И внутри башни скоростной лифт. Да, видите? Он поднимает вас наверх. Там ресторан, который крутится вокруг своей оси за 1 час. А выше ресторана есть смотровая площадка. Вы можете с этой смотровой площадки осмотреть местность и увидеть маяк и еще больше места, точнее еще больше площадь осмотра с колеса обозрения и близлежащие, собственно, гостиницы. Зимой здесь тихо, спокойно, летом ажиотаж, людей очень много. Ну а вечером очень красиво она светится. Этот белоснежный маяк, вы, друзья, не поверите, он действующий. Он светится по ночам, опять же таки вверху, показывая морякам направление, что я здесь, здесь берег, ориентируйтесь на меня. Более того, вот, в этом домике служитель маяка, это его рабочее, скажем так, место. Прикиньте, интересно мне на самом деле, кому нужны сейчас маяки. Вот во времена всех современных систем навигации, особенно маяк, который стоит на берегу города, и этот город светится миллионами огней, намного ярче, чем маяк. Напишите в комментариях, какие у вас соображения по данному поводу. Зачем в Батуми работает маяк? Вообще, эта площадка возле порта, начало набережной, очень колоритная. Ее опять же таки привели в порядок еще в позапрошлом году. Она не была такой аккуратненькой. Постоянно что-то строят, доделывают. Батуми с каждым годом становится краше и краше. Друзья, я купил билеты на колесо обозрения, стоимость 10 лари. И сейчас поднимемся, посмотрим с высоты на порт и близлежащие окрестности. Ага. Любителям покататься на катерах по морю, в порту Батуми большой выбор катеров различной категории. Приходите, платите деньги, катайтесь. Здание морского вокзала пассажирского в Батуми не впечатляет красотой, но имеет место быть. Это корабль Батумской академии мореплавания. Это постоянное место швартовки. Сколько здесь не бываю, он все на одном месте. Точнее, он на своем месте всегда. Вот, так сказать, парадная часть с морского берега пассажирского вокзала. Я не знаю, зачем он нужен сейчас. Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы здесь приходили какие-то большие пассажирские корабли и люди заходили в этот вокзал. Вот такая смотрика, видите? Вот. Мужички ловят ставриду на удочку. Смотрите, как интересно. Видимо, тут место особое для ловли рыбы. Смотрите, сколько рыбаков. Прикольно, смотрите. Порт Батуми, он крупнейший в Грузии порт. Но у них на самом деле осталось из контролируемой территории только порт Поти и порт Батуми. Порт Батуми он самый крупный. Сюда в основном приходят танкеры с нефтью и нефтепродуктами. Это основной грузопоток. Батуми граничит с Турцией.
Тут до границы с Турцией 20 километров. Ну, вот если брать из центра Батуми, 20 километров. И очень много моряков приходило раньше с Турции, с того берега. И когда они приходили, и да, в принципе, сейчас их много, они приходят, приплывают в порт и сразу попадают в турецкий квартал. Это район, который находится через дорогу от морского порта Батуми. И давайте сейчас погуляем по нему. Он очень колоритный и интересный. 이거 로봇 구시하는 거 가져와. 이거는 어디가 되는 В Батуми само по себе много заведений общепита, да, всяких кафешек маленьких, интересных. А в турецком квартале, мне кажется, это самая максимальная концентрация различных кафе, которые представляют восточную кухню. Их здесь прям одно на одном. Мы подходим к единственной мечети в Батуми, мечеть Орта-Джами. Как она выглядит? Эта мечеть как раз находится в турецком квартале, что объяснимо. Наверное, турецкий квартал и пошел уже после строительства этой мечети. Мне так кажется. Вначале мечеть возникает, а потом от нее идут все поселения. Получается такая красота. Да, смотрите, вы уже в Турции, вы не в Батуми. Это Турция. Друзья, во всей этой красоте старого Батуми мы подошли к частичке Италии, а именно площадь Пьяцца. Да, мы как будто попадаем в Италию. Эту площадь спроектировали в 2010 году и вдохновились площадью Сан-Марко Венеции. Смотрите. Если я вам показал эту площадь и не сказал, что это Батуми, могли бы вы подумать, что это Италия. Красиво, правда? Правда. Ставьте лайки поэтому. Смотрите, какая мозаика. Пьяцца была построена недавно, да, в 2010 году, и до 2009 года на месте площади стояло обычное четырехэтажное здание школы
После начала строительства пьяцы здание перенесли в другое место. И самым главным, самым таким интересным элементом площади является панно. Это панно изготовили в Абу-Даби и привезли в Батуми, вручную собрали в одно целое здание. Это 8 кругов, каждый, который украшает различные орнаменты. А в центре изображение 5 водных божеств. Эти божества символизируют вечное движение и мощь водной стихии. Несколько кварталов от площади Пьяцца, и мы увидели честного храма в неоготическом стиле. Смотрите, какая красота. Вы бы никогда не сказали, увидев этот храм, что это православный храм. Но так оно и есть. И у этого храма очень интересная история. Это собор Рождества Пресвятой Богородицы. И здание церкви построили в 1903 году как католический храм. Представляете? И церковь возвели на деньги местных купцов и по просьбе их матери, которая хотела, чтобы увековечили, точнее, она хотела, чтобы построили в городе церковь для католиков, и, собственно, дети выполнили просьбу мамы и построили церковь для католиков. Для оформления здания они пригласили итальянских мастеров. В результате получилась торжественная трехнефная базилика, украшенная каменной резьбой, колоннами, статуях в нишах. Но это мы посмотрим внутри. А пока смотрите, какая-то красота снаружи. Когда пришла советская власть, она, естественно, все это закрыла нахрен, устроила здесь склад, ибо нечего, религия это я для народа, и церковь прекратила свое существование. А уже после того, как разрешили, как говорится, церкви присутствовать в жизни людей, это здание передали православной церкви. Вот такой передел имущества. Я зашел в храм, меня сзади по плечу постукали, обратили внимание, вывели из храма, сказали: дорогой, снимать нельзя. Вот так в храме, именно в этом храме в Батуми запрещена видеосъемка. Друзья, можете ли вы себе представить, что по этой дороге еще буквально 30 лет назад ходили пассажирские составы железнодорожные? Глядя на то, что мы видим сейчас, это представить невозможно, но так оно и есть. Я иду к зданию бывшего железнодорожного вокзала Батуми, в котором сейчас находится офис банка TBC, и расскажу вам их очень интересную историю. Вот по этому пути, вот здесь был не первая линия, где стоят припаркованные машины, а железнодорожная линия. Прибывает поезд, я не знаю, условно, Тбилиси-Батуми. Да, он прибывает, потому что здесь была железнодорожная ветка Баку-Тифлис, современный Тбилиси-Батуми. И по этой ветке ходили пассажирские поезда. А здание, которое сейчас рядом с нами,
Это было здание железнодорожного вокзала города Батуми. И люди выходили из этого здания для того, чтобы сесть на поезд. Вот представляете, да? Вы выходите, а здесь перед вами состав. Он с левой стороны он приехал. И не маршрутки, а именно железнодорожный поезд. И он протягивался вот туда, там далеко за квартал, чтобы можно было максимально комфортно составу стоять и не перекрывать перекрестки. Друзья, вот так выглядит сейчас другая сторона вокзала, которая была подъездным, скажем так, путем для автобусов, машин. Люди подходили. Это отсюда люди заходили, а с той стороны, которую я вам показывал, люди выходили уже на платформу. Раньше это выглядело вот так. Представим, что мы заходим на ЖД вокзал. Вот он, зал ожидания. Мы идем. Это второй этаж. Поднимаемся на второй этаж, но мы сейчас не пойдем. Мы спешим на поезд. У нас стоит поезд, который повезет нас и нашу семью в Тбилиси. Представляем, что мы едем в Тбилиси. И вот мы здесь выходим, и перед нами стоит состав железнодорожный. Стоял 30 лет назад. В 1996 году ликвидировали сообщение железнодорожное, точнее железнодорожные пути сюда уже доходили, но поезда уже не ходили. Это здание использовалось в качестве пристанища для беженцев. И после того, как TBC банк его выкупил, отреставрировал, это стало офисом банка. Вот такая история, друзья. Все течет, все меняется. И вместо поездов теперь идет непрерывный поток автомобилей. Центральная часть Батуми, да, старый Батуми, он весь состоит из каких-то сквериков, приятных мест, где можно посидеть, отдохнуть. Вот красивая архитектура, места для отдыха. Впечатляет. Весь Батуми такой. Кафешки, столики, скамеечки, красивые дома. Весь старый Батуми. Хочу поправочку внести. Сейчас я нахожусь на площади Европы. И если вы у местных спросите, как называется эта площадь, они скажут, что это площадь Эры. Ведь площадь Европы, она стала совсем недавно, в 1997 году. Очень интересное место. Смотрите, в окружении каких домов находится. Фантастические твари, да? Дом на самом деле как будто из сказки. Вполне возможно, там жили какие-то фантастические твари. Но совсем не это. Видите, это Медея с золотым руном. Знаете, какая высота? Высота 130 метров. И он украшен рельефами, которые рассказывают легенду о путешествии аргонавтов. Вечером, если сюда придете, я постараюсь сюда вечером прийти, оно будет подсвечено. А вон, смотрите, какой еще красивый дом. Видите? В Грузии кайфуют, точнее в Батуми кайфуют даже собаки. Честно говоря, собаки тут больше всех кайфуют. Для них идеальный климат. Зимы нет, еды много, туристы подкармливают, местные любят, не обижают. Видите вот это сказочное здание? Это бывшее здание Центрального банка Грузии. В 2010-х годах его превратили в настоящее произведение искусства. Смотрите, какая башня. Видите? Вот эту башню ее пристроили. Ее изначально не было. Ее пристроили и разместили по центру часы. Это не просто часы, они показывают меридиан, линию горизонта, время восхода и захода солнца, возраст Луны, ее движение вокруг Земли. Более того, фаза Луны, знаки зодиака. Эти часы были изготовлены в Германии в 2010 году, привезены сюда и установлены. Каждые полчаса они издают один
сигнал, а каждый полный час они издают мелодичный звон. Как видим, идет реконструкция улицы, и на этой улице находится отличный трехэтажный особняк. Это особняк предпринимателя был, звали его Николос Сабашвили. И на крыше, видите, на крыше этого дома установлено 4 горельефа. 4 горельефа в виде голов в шлемах. И по слухам, в одной из них владелец и собственник в то время этого дома, когда были военные события 1921 года, спрятал свое состояние. Но это всего лишь слухи, там, скорее всего, ничего нет, иначе бы уже все разобрали и достали. Ну, история красивая. Когда гуляю по Батуми, очень много нюансов, да? Но и не нюансов, очень много элементов, на которые обращаешь внимание. Вот смотрите, какая лестница в самом верху. Это обычный жилой дом. Вы представляете, этот дом жилой? Я не представляю. Какая красота. Все, посмотрите мне в глаза. Посмотрели? Супер. Поставьте лайк этому видео. Спасибо. В Старом Батуми количество интересных мест, которые стоит посетить, просто превышает любые макси-стандарты, да, по плотности. А перед нами Театральная площадь. Она находится буквально в 3 минутах ходьбы от площади Европы. И любители Италии могут сказать: так это же фонтан из Болоньи. Да, вы будете правы, но частично. Это фонтан Нептуна, он копия, точная копия итальянского фонтана 16 века, который стоит в Болонии. Да, вот так вот Театральную площадь украсили. Раньше на этом месте стоял памятник театральному, какому-то театральному деятелю грузинскому. Его убрали, перенесли чуть дальше и поставили памятник Нептуну. Когда памятник установили, некоторые из общественности стали возмущаться, что это у нас за оголенные русалки такие стоят. Но потом их покрасили, видимо, и стыд и срам стал не столь заметен. Люди привыкли. Но на самом деле я шучу. Это классический вид, да, русалок. Опять же, повторюсь, это точная копия фонтана из Болонии. Он здесь очень органичен. Само здание театра. В Батуми очень много красивых зданий, современных, старых, но на набережной стоит такой монстр, который портит всю картину. Но это, наверное, самое центральное место, одно из самых центральных мест в Батуми. На набережной стоит чудище, которое имеет название Магнолия. Этот жилой комплекс, который построили здесь в начале 2000-х годов, он в безобразном состоянии, потому что во время строительства допустили грубейшие ошибки. Видите, дом обшит гипсокартоном, который между домом, стеной и гипсокартоном попадает влага, она начинает потом плесневеть, и дом получается вот таким страшным. Рядом с Магнолией находится Макдональдс. Этот Макдональдс был построен в начале 2000-х годов и признан одним из лучших по своей архитектуре, по своему внутреннему содержанию, одним из лучших, точнее в топ-10 самых крутых Макдональдс мира. Его козырек накрывает заправочную станцию, да, Сакар. Кстати, цены 3,65, 3,20 это в Ларе, стоимость бензина. Но вернемся к Макдональдсу. Смотрите, какой он прикольный. Он такой необычный, очень необычной современной формы. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что внутри. Классическая зона
приема заказов. Поднимемся наверх. Честно вам скажу, я не встречал похожих по дизайну, по расположению учреждений Макдональдс. Смотрите, как прикольно. Это мы, получается, на улице. Под этим козырьком АЗС. Видите, как классно. За дизайн 10 баллов из 10. Детская зона. Вы где-нибудь видели ресепшн для детской зоны? Я его в первый раз здесь увидел. Ребята из Грузии, объясните мне, почему у вас такие цены в Макдональдсе? Кстати, если кто помнит, какие цены в Макдональдсе в других странах, поделитесь со мной в комментарии. Точнее, не только со мной, с нашими зрителями в комментариях. Посмотрим, потому что в Италии цены ниже однозначно. В Польше тоже ниже. По ощущениям, по памяти, цены ниже. В Венгрии точно ниже. Грузия и Макдональдс Грузии мега какой-то дорогой. Не пойму, почему так. А в одном аспекте я хочу рассказать еще, который, особенно в первые мои приезды в Грузию, в Батуми, меня изумляло. Это как здесь пристраивают к домам. Пристраивают к многоэтажным домам. Да? И с этим никто ничего не делает. Условно говоря, у вас есть пятиэтажка. И вы к этой пятиэтажке, в ряде случаев даже бывает такое, пристраиваете еще одну рядом. Но то, что вы пристроили, совсем не соответствует требованиям нормативным, да, и всяким строительным. Ну, к примеру, смотрите. Это лицевая часть дома. Ну, согласитесь, это трэш. Так не должно быть. И здесь еще пристроено совсем чуть-чуть. Здесь они пристроили, условно говоря, балконы. Да, 2,5-3 метра добавили до своих квартир. Где гарантия, что эта вся конструкция не упадет? Пойдем дальше, я сейчас посмотрю, точнее покажу вам еще более интересные экземпляры. Друзья, смотрите. Видите, то, о чем я вам говорил. Вот есть дом, обшитый металлом. Я сейчас стану посередине. С правой стороны это дом, построенный по стандартам. А с левой стороны практически такого же размера. Это самострой. Это люди взяли и пристроили себе небольшое улучшение жилищных условий. Как они не боятся, что это, извините меня, слово за слово халабуда, не сложится как карточный домик. Вот те, которые решили на первом этаже себе улучшить жилищные условия. Они же понимали, что над ними будут еще строить. Ну это же капец. Ну и классика, да? Как говорится, народный фольклор — это сушка белья. Ничего не имею против сушки белья на улице. Это просто забавно. Ну вот смотрите. На первом этаже не стали себе пристраивать. Зато ребята или девчата второго и третьего этажа поставили сваи, столбы. И знатно так устроили себе расширение жилплощади. С трубой печного отопления, да? Ну да, вот еще. Получается, дома, высотка местная, официальная, построенная, и часть дома, которая достроили самостоятельно. Кто во что гораст. Дай бог, чтобы не было никаких техногенных происшествий, связанных с разрушением домов, таких пристроек. Но также нельзя. И власти
грузинские, интересно, что-то делают, чтобы это урегулировать. Напишите в комментариях, как вы относитесь к таким самостроям. Может быть, у кого есть информация, планируют ли что-то делать власти, как-то регулировать, сносить, я не знаю. Я даже не знаю, как это сносить. Вот такой трэш. И здесь есть районы, там в основном пятиэтажные, да, старые. Я их называю батумскими фавелами. Это мрак. Они настолько неухоженные. То, что я вам показал, это еще более-менее. А есть такие районы, куда заходишь, особенно вечером. Блин, ну страшно. Не в плане безопасности, а вот страшно от того, что видишь. Я такого нигде не встречал. Может быть, вот там, где вы живете, такое разрешено. Если есть, напишите, интересно, где еще такой трэш происходит. И не забудьте, кстати, лайк поставить видео. Опять же, да, градостроительной политики, по моим ощущениям, нет никакой в Батуми. Дома строят кто во что гораздо. Вот пятиэтажка. А вот тут влепили, не знаю сколько, 40 этажей. Вот еще одна пятиэтажка. Рядом с ней, прям вплотную, дом. И это сплошь и рядом. Я думаю, лет через 10 все же какое-то разумное решение этого вопроса с так называемым ветхим жильем найдется, и людей выкупят дома, квартиры и построят нормальные современные дома. Может быть. Потому что это Грузия. Потому что здесь, ну, как я и говорил, дома строят кто во что гораздо. Вот за моей спиной высотки. Вот пятиэтажки. А чуть дальше обычные частные дома. Они вплотную к строительным площадкам. Вообще никакого порядка. Я не за регулированность, я за разумность. Разнообразие стилей. Интересно, прикольно. Но должна же быть какая-то все же эстетическая норма того, что строят в городе. Недалеко от Орби-Сити есть район пивзавода, Батумский пивзавод. Хочу сказать, что пиво прикольное, оно очень похоже на классическое жигулевское, но очень свежее, да, потому что вот за забором оно. И здесь есть несколько кафе, которые находятся вплотную к пивзаводу. Вот в Самаре в свое время было кафе, которое, по сути, можно сказать, через стену завода подавали пиво. Так вот, то же самое можно сказать и про Батуми. Если любите свежее, хорошее, вкусное пиво, приходите в этот район и попробуйте. Вот этот пес Барбос, видимо, уже напился пива, не в состоянии идти, но мы пойдем. Пиво очень дешевое здесь. Ну, это именно батумское пиво светлое. И они его подают со всякими свежими закусками. Но не закуски важны, важно пиво. Да, вот, собственно, первый магазин пивной. Вот, даже не магазин, кафе. Второе. Да, Марджоба, рассказываю про местный пивзавод, про пиво. О, смотрите. Очень вкусный. Слушайте, запах шикарный. А сколько стоит? Это холодного 13, вот это холодного 13, горячего 13. Ставрида 25. Ставрида, крупная ставрида, да. Классная. Это лещ есть, судака есть, щука есть. Ага. Я к вам вечерком зайду. Ну, смотрите, всегда вкуснятина какая продается.
и ставридка. А? Смотрите. Что? Правильно. Пиво из цистерн. Бир Батуми. Батумури. Ставрида. Местная ставрида черноморская. С местным пивом. Ребят, я искренне вам советую сюда прийти. Я оставлю ссылку на адрес в этих кафе в описании к видео. Вы, кстати, если любите пиво, ставьте лайк. Можете поделиться. Да, не можете, поделитесь этим видео с друзьями, которые тоже любят пиво. И приезжайте в Батуми на пивко. Друзья, я стою на проспекте Шартава и на аллее Героев. За мной вы видите новые строящиеся или уже построенные дома. Да, это стадион футбольного клуба Батуми. Новостроек в Батуми очень много. Строительные компании зазывают покупателей всевозможными акциями, рассрочками, в том числе для иностранцев. Цена метра более-менее по сравнению со столицами стран, да, откуда зазывают. И мне вот интересно, те люди, которые покупают здесь жилье для инвестиционных целей, для сдачи в аренду, как вы планируете выходить в прибыль, через сколько лет? Да, если, скажем так, норма среднемировая 10 лет возврата инвестиций, вложенных в недвижимость, сколько лет вы планируете возвращать инвестиции? Придурки ездят на этих пердящих машинах, прошу прощения. Сколько лет вы планируете возвращать инвестиции, вложенные в квартиру в Батуми? У меня была мысль, я думал об этом, но мы как-то зашли с супругой в новостройку, встретили рабочих, которые там, они говорят, пойдемте, мы вам покажем дом. По-моему, вот этот дом, а напротив стадиона. Ну, ребят, там трэш. Качество постройки ужасное. Говорят, здесь есть хорошие застройщики, которые строят качественно, но у них и цены соответствующие. Соответственно, у меня, повторю, вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы купили недвижимость в Грузии или рассматриваете ее в Батуми конкретно, или рассматриваете для покупки, вам это нужно и сколько вы собираетесь лет возвращать вложенные деньги? Пойдем погуляем по аллее Героев. Ее давно строили, мне кажется, года 3 ее строили, наконец достроили. Есть, правда, один момент, о котором стоит отдельно сказать, учитывая манеру езды водителей в Грузии. Там есть переход, который по-хорошему нужно было бы сделать тоже мост. Но они, проектировщики, решили мост не делать, а чтобы люди испытывали судьбу и переходили по нерегулируемому переходу дорогу. Но сделали красиво, честно вам скажу, сделали красиво. Пойдемте погуляем. Вот Carrefour, обзор цен, в котором я делал. С левой стороны получается линия, которая идет за Orbi. С точки зрения дизайна, визуал в Грузии, в Батуми, поправлюсь, классный. Все продумано. Так бы они продумывали еще с градостроительным планом. Ну, что есть, что есть. Хотя я, может, и не прав. Ребята, если я не прав, а вы думаете по-другому, что в Батуми все классно строят, и что это разнообразие, оно к лицу, опять же таки в комментарии, пожалуйста, напишите. Есть такая фраза, что Батуми – это Дубай на минималках. Как она вам? Согласны с ней, нет? Продолжаем гулять по аллее Героев. Вот то самое место, про которое я говорил, что они не продумали. Вот, собственно, аллея, и здесь нерегулируемый переход. Вот так, да? Ну, как бы, сколько нужно им
смертей и травм людей, чтобы они здесь поставили светофор. Памятник, посвященный 9 апреля. Что было в Грузии 9 апреля? Кто знает? Я вот не знаю, поэтому и не говорю. Напишите в комментариях, опять же таки, кто в курсе. А это продолжение аллеи героев. Мы идем к морю. Вон там, за тем шпилем, который вечером офигенно как красиво светится, находится море. Как я уже говорил, Орби Сити комплекс, он состоит из 3 частей. Перед нами это новый Орби, корпус, который построен был в 23 году. Да, в 23 году. И люди уже здесь сдают номера. А если вы думаете, что этот кран какая-то помеха для того, чтобы здание сдать под заселение, вы ошибаетесь. Тут в центре, кстати, есть дома, не имеющие отношения к Орби, но люди живут просто в недостроенных домах. Да, 2-3 этаж построен, 4 нет, они живут с 1 по 3. Ну вот так. Орби, несмотря на то, что здоровая структура, компания большая строительная сдает дома вот в таком формате. Но опять же, возвращаясь к 1 этажу, к Орби С, да, я вам показывал, что почему вот не покрасить вот так, хотя бы вот так, чтобы более-менее прилично было. Кстати, ребята, если среди вас есть тот, кто купил в Орби апартаменты, опять же таки напишите, как вам эта инвестиция? Вот она, аллея героев, практически во всю свою красу. Осталось совсем немножко до моря. Друзья, вот и подошел к окончанию мой день в Батуми. Мы погуляли по большей части исторического города. Я показал вам максимум, что можно посмотреть за один день. Но у нас же формат такой. Город – один день. Один день на один город. А если вы спросите меня, ну как там Батуми? Я скажу, ребят, Батуми – это моя любовь. Приезжайте в Батуми, отдыхайте в Батуми, живите в Батуми. Здесь классно. До встречи в следующих городах и странах. Чао!